Привет! Я вышла поздороваться только для того, чтобы вы мой новый цвет волос заценили. Дальше мы продолжим картиночками. Почему? Потому что я не смогла зазубрить кусок вступительного текста. Вернусь, когда будем обозревать картиночки. Поехали! И вновь привет! Я тут поняла, что закончу меми еще ой как не скоро. А видео хоть иногда же снимать нужно, так что хочу поделиться с вами своими старыми рисуночками. Возможно, логичнее было бы снимать это видео, когда аудитории станет больше и уровень рисования станет получше, но неважно. Немного предыстории. Мне всегда рисование на бумаге казалось слишком неоправданно сложным. В том плане, что вместо концентрации как раз на рисовании приходилось думать о том, что толстый скетч уже не сотрется, лайн исправить не выйдет, корректор будет видно, ограничения по цветам и все такое. Во времена, когда графического планшета у меня не было, да и в принципе я была без понятия, что это такое, приходилось скетчить на бумаге и красить на обычном дешевеньком планшете пальцем. В Мадибенге или Мадибанге, как хотите. Вот вам, кстати, отличный способ начать рисовать в диджитале. Рисовать в стол мне было как-то не в кайф, а группы ВК тогда еще не были популярны. Но существовал Набросок. Волшебное приложение на Android с минимальным функционалом. По сути, это площадка, куда можно было загружать готовые или нарисованные прямо там работы и надеяться, что они попадут в топ. Хоть обменяться сообщениями там не выйдет, но собрать подписчиков и лайки самое то. Я дошла до 3555. Круто, не правда ли? Пойдем от более новых к самым старым. В принципе, это видео можно было обозвать обзор на старый электронный скетчбук, но я не буду, наверное. Предупреждение, когда я была помладше, моя фантазия заводила меня куда-то не туда. Плюс, я надеюсь, что вы будете не против послушать предысторию работ, у которых она имеется. Третий привет за сегодня. Я уже открыла первую картиночку, чтобы не палить вам все остальные, но потом покажу, как выглядел мой профиль в принципе. Собственно говоря, первая картиночка. Возможно, немного странно, почему у нее так много места сверху, но я сейчас вам объясню. Не знаю, знаете вы или нет, наверное, не знаете, но это мой чехол. Довольно старый, кстати. Твою мать, давай. Вот. Довольно старый чехол, возможно, уже пора его обновить, но у меня как-то не доходят руки. Но все равно этот рисуночек, из-за того, что он еще не очень старый, он мне нравится. Дальше. Эту работу я рисовала на заказ какой-то группе. Я помню, что они мне не платили, но делали пиар. Я очень надеялась, что они поставят эту работу на аватарку, но они так этого и не сделали. А мне она так и нравилась. Обидно. Дальше. Сразу извиняюсь за склейки, сайт работает абы как, постоянно вылетает, поэтому ничего не могу поделать. Кстати, эта работа, как и все следующие, нарисована просто пальцем на обычном планшете, поэтому качество начнет резко падать. Кстати, именно за эту работу мне даже заплатили деньгами. Она, конечно, чуть-чуть стрёмненькая, тени сероватые и все такое, но на самом деле выглядит не так уж и плохо. Пока что. Идем дальше. Короче, у меня было время каких-то супер одинаковых персонажей, и что-то они мне уже наскучили, они какие-то все одинаковые. Прогрузилась. Это перс, которого я продала очень дорого. Точнее, не этот именно рисунок, а мне написала девочка с просьбой придумать дизайн персонажа для книги. Но, как бы сказать, я нарисовала такую херню тогда. Возможно, я после видео найду эти рисунки, но это были просто какие-то рисунки карандашом. И они прям были такие, средненькие. И она мне отвалила, тогда, не помню, рублей 500 за это. Они были прям максимально убогие. И я прям так была в шоке от этой херни. Типа, что, женщина, ты заплатила мне только что 500 рублей за какую-то
ничего за листок, на котором я наскетчила какой-то херни. Меня замучила совесть, и я нарисовала ей этот арт как дополнение. Но, честно говоря, не сказать, что это особо спасло мою совесть. Это Adopt, который у меня заказали платно, и я даже ним гордилась. Хотя и сейчас он выглядит вполне неплохо. Особенно если вспомнить тот факт, что у меня был мой старенький планшет Lenovo вроде и палец. Довольно недурно. Открыточка. Открыточка для моей подруги, с которой мы сейчас не общаемся, неважно. Но в этой работе меня смешит надпись. Мне кажется, почему я не стала дизайнером каких-нибудь текстов? Вы посмотрите, это же гениально. С Новым годом. Надеюсь, вы смогли это прочитать, но это был 2018, и это просто великолепно, я не знаю. Adopt, который продался, кстати, за нормальную сумму, но самое забавное, что... Думаю, вы поняли, что это девочка. То есть хвостики, не знаю, реснички. Когда уже купили этого адопта, когда его уже оплатили, заказчик пишет: «О, какой классный парень!» Я такая: «Чё?» Думаю, ладно, да, отличный парень. Я рада, что он вам понравился. Продалась эта девочка как пацан, я не против. Кстати, вообще иногда мне кажется, что раньше я рисовала лучше, не знаю. Больше в этом всем как-то жизни, что ли. Это мой автопортрет. И арт был посвящен тому, что я дочитала Пун-Пуна. «Спокойной ночи, Пун-Пун» манга называлась. Очень длинная, очень странная. Вот и скетч. Мне тут как-то больше нравятся глаза, чем на финальном варианте, потому что я их как-то очень странно зашейдила. На этой работе можно увидеть, что возле глаза есть 2 шрама. Это правда, у меня тоже есть эти шрамы, и небольшая история. Первый, я просто, когда была мелкая, на коляску упала, в принципе, неважно, нахромилась, и, шрам. Вот, а второй более тупой и более интересный. В школе была такая игра в рыбака и рыбку, или хрен его пойми. Суть в чем? Есть команда рыбок и стоит рыболов. Задача рыбок в том, чтобы пробежать мимо рыбака, и он их не словил. Звучит нормально, весело, логично. Конечно же. Вот, и мы тоже играли в эту игру, и я была рыбкой. Да. Это шрамы от крюка. Нет. Я начинаю бежать. Рыбак видит меня, и я ему явно понравилась. Хоть это была и девка, не суть. Она бежит на меня, я бегу на нее. Игра важнее физического состояния, поэтому мы просто такие бау! И на всей скорости тупо влетаем друг в друга. Я не знаю, кто на что рассчитывал, но почему-то тогда это казалось очень хорошей идеей. Или выигрышным вариантом, не знаю. Мы влетаем друг в друга. Очки я тогда еще не носила, поэтому я просто расхерачиваю себе часть вокруг глаза. Там остается рамка от столкновения и просто начинает хлестать кровь. Я такая стою, где, куда смотреть. И все такие: «О, господи, Саша, у тебя кровь». Я такая: «Что?» На самом деле было не больно, но я решила, а почему бы не расстроиться, чтобы меня забрали домой. В принципе, день тогда прошел отлично, я с хлестающей кровью возле глаза пошла домой, счастливая. Вот такая история. Еще одно доказательство того, что в группу с хуманизациями и прочими перевоплощениями меня бы точно не взяли. Это мой вариант женской версии Ванпанчмена по версии марта 2017 года. Почему у нее такие обвисшие... вы поняли, что обвисшие. Странно это все выглядит, она как ублюдок, извиняюсь. Это мои попытки в полноценке. Насколько, в принципе, может быть полноценной такая работа. Это опять, скорее всего, какой-то потомок, недопотомок Лауры. Я помню, что потратила на эту работу очень много времени. Это ангел, который сидит в космическом костюме в открытом космосе на церкви. Что? Причем там какие-то баталии сзади. Я искренне не понимаю, что происходит. Просто, насколько я помню, я вообще не влаживала никакой смысл в эту работу. Я такая: так, хочу что-то эпичное. Так, это ангел, она сидит в костюме каком-то крутом, на церкви, в космосе. Вау!
Я не знаю, как это комментировать. Я говорила, что моя фантазия, когда я была помладше, заходила просто куда-то непонятно куда. И дальше вы еще сильнее это увидите. Это фея-мужик. Причем фея-мужик, над которой я очень заморочилась. Я не смогу увеличить сильнее, но на каждой кольчуге есть бличок и тенька. Я прям так долго с этой работой морозилась. Но мне нравится почему-то. Эту работу я не хочу обсирать, она классная. Это фея-мужик, он поставил руки в боки и идет куда-то в неизвестном направлении. Отличная идея. Если ты не умеешь рисовать лес, нарисуй что-нибудь. Я видела, как так делают популярные художники. То есть, знаете, так тык-тык-тык-тык, лес. Вот и я думаю, ну что, у меня не получится, что хуже, что ли? Тык-тык-тык, херня какая-то собачья на фоне, ну да ладно. Я считала, что выглядит офигенно. Это, короче, последняя страничка из какого-то мини-комикса, но, в принципе, не суть, потому что он был с ошибками и неинтересный. Но вот так выглядел мой стиль раньше. Вот это прям, он был довольно длинным. Период этого стиля был достаточно длинным, и он так упорото выглядел. Справа моя персонажка, слева какая-то рандомная, и, короче, не суть. Дальше. Опять моя персонажка. Вот это фиолетовое нечто. А персонажка, которая находится у нее на руках, это Лаура, которую вы уже 1000 раз успели увидеть, и которая все еще остается самым старым, самым молодым персонажем. И мне очень долго нравился этот арт. Сейчас у нее явно что-то с ногами, она как лошадь. Но он такой какой-то ламповый, я не знаю, почему они одновременно светятся, и у них одновременно тень. Причем тень везде, тень вокруг них, тень под ногами, тень вокруг золота, тень под золотом. Я любила тени. Это одна из тех работ, про которые я говорила... Как я там говорила? Легкая наркомания? Странная фантазия. Насколько я помню, мне просто понравилось то, как выглядит отраженная работа, что две девочки такие, хопа, отраженные, вот это да. И, конечно же, потом меня понесло делать фон. Справа я, насколько я помню, игралась с фильтрами наложения, когда ты фигачишь каким-то рандомным цветом, и цвета смешиваются, и получается очень странно. Я тут поняла, что материала получилось слишком много, и было принято решение разделить это видео пополам. Во второй части, кстати, рисунки будут еще старее. Вот вам немного спойлеров. Забегайте в группу с рисуночками, в Инстаграм с фоточками. Ссылки на них будут в описании. Не забывайте подписываться, и еще услышимся!